Как сшить сумку? И не просто сумку, а сумку для велосипеда. Всем привет! Меня зовут Галина, и вы на канале Гала Уралочка. Для моего велосипедного замка не было постоянного места. И раз уж я решила сшить для него сумку, то пусть она будет более вместительной, чтобы можно было сложить в нее небольшие покупки. Итак, я задекорировала клапан. Его ширина 35 сантиметров. Такой же ширины будут передняя и задняя стенка сумки, а высота 31 сантиметр и 34,5 сантиметра соответственно. При помощи подручных средств скругляю нижние углы. И измеряю длину ботана. Это деталь, включающая в себя бока и дно сумки. По сути, полоса. У меня получилось 84 сантиметра. Передняя стенка короче задней на 3,5 сантиметра, а верхний край ботана не доходит 5 сантиметров до верхних срезов этих деталей. Пусть будет ширина этого самого ботана 10 сантиметров. Торцы скошенные, хотя этого, наверное, можно было и не делать. Итак, длина стороны 84 сантиметра плюс припуски на швы. Карман для замка, то, ради чего я и затеяла шить сумку. Он будет объемный, с двумя выточками снизу и резинкой сверху. Ориентируясь на заломы на бумаге, вычерчиваю выкройку для кармана. Выточка, вторая, выкройка готова, можно кроить. Снаружи, на задней стенке сумки, будет карман с резинкой сверху. Я расставляю верхний срез бумажной выкройки и переношу на материал. А внутри сумки на передней стенке сделаю карман с объемным дном. Заодно выкраиваю окантовку. Мне нужно примерно 3 метра 20 сантиметров, шириной 4 сантиметра. После соединения всех полосок я ее складываю вдоль пополам и утюжу. Хочу закрыть внутреннюю деталь сумки подкладкой. Не буду покупать, у меня есть запасы остатков от прошлых проектов. Как говорят квилтеры, утилизирую обрезки. Выбираю черные, они разные по качеству, но для сумки подойдут. Кстати, у меня на канале есть маленькое видео, где вы можете посмотреть, как из остатков подкладочных материалов сделать нечто уникальное.
Вот это покрытие на изнанке сумочной ткани, я думаю, в мороз или от старости может разрушиться и осыпаться, поэтому подкладка. Итак, по порядку. Наружный карман с подкладкой, задняя стенка, 2 слоя основной ткани, между ними неклеевой флизелин. Карман для замка с подкладкой, внутренний карман с подкладкой, передняя стенка с подкладкой и флизелином, клапан с изнаночной деталью из основной ткани и ботан с подкладкой. Начинаю с наружного кармана. Складываю лицом к лицу деталь с подкладкой. Прошиваю. И заутюживаю не по шву, а отступив от него примерно 2 см на основную деталь. Здесь будет кулиска. Отмечаю ширину резинки по месту. Здесь будет проложен шов. Продеваю резинку и закрепляю с одной стороны. Ширина верха кармана должна соответствовать ширине сумки. Проложу еще строчку по резинке. Осталось пришить карман к стенке. Дальше карман для замка. Я стачиваю верхние срезы кармана с подкладкой. Все 4 выточки обеих деталей. Утюжу. Обратите внимание, подкладка сверху короче, чтобы кулиска оказалась из основной ткани, как и в предыдущем кармане. Снова намечаю линию шва. Вставляю резинку, ориентируясь на длину нижнего среза кармана, плюс припуски на швы. Теперь можно соединить края кармана с подкладкой и обметать. На внутренней детали задней стенки сумки размечаю линии притачивания, ориентируясь на бумажную выкройку. Прикалываю карман на законное место. И притачиваю в край. Сверху делаю закрепки.
Теперь нужно соединить внутреннюю и наружную части задней стенки. Сначала с изнаночной стороны сшиваю верхние срезы, утюжу и стачиваю обе детали между собой с лицевой стороны. Задняя стенка готова. Внутренний карман. Стачиваю и отстрачиваю вверх. Соединяю бока и низ. Лишнюю длину распределяю в защипы. У меня получилось по 4 с каждой стороны, глубиной по 2 сантиметра. Карман готов. Передняя стенка сумки, к которой я пришью этот карман, должна быть чисто выточена. Карман скалываю со стенкой и пришиваю по периметру. И вот что у меня получилось. В него можно положить что-нибудь объемное, например, телефон. Среднюю часть ботана, где будет дно, я проклеила толстым флизелином бандо. Складываю деталь с подкладкой лицевыми сторонами и стачиваю торцы. Выворачиваю, утюжу. Длинные стороны сшиваю по лицевой. За одним пристрачиваю бандо, на всякий случай. И скалываю самую длинную сторону ботана с задней стенкой, с лицевой стороны. Стачиваю. И затем прикалываю переднюю стенку. Пришиваю и ее. Дело за окантовкой. Ею я обработаю все открытые швы сумки. Одну из сторон окантовки прикладываю к краю стенки и притачиваю на расстоянии примерно 8 мм. Затем подворачиваю свободный срез и скалываю. Довольно часто. Снова со стороны стенки прокладываю шов на расстоянии 1 мм от края окантовки. Вот так это выглядит в готовом виде. Молния. Отрезаю 55 сантиметров и раскрываю ее. Прикалываю к верхним срезам стенок. И пришиваю двойной строчкой. Стенки на одном уровне. Выравниваю молнию. Конечно, можно использовать неразрезную молнию, но у меня была такая.
Зато я вам покажу, как вставлять бегунок, используя подручные средства и подножные. И с другой стороны. Получилось быстрее со второго раза. Осталось окантовать торцы молнии. Я для этого использовала кусочки стропы, из которой сделала ремень для сумки. На изнаночной детали клапана я размечаю место для магнитной застежки. Вставляю одну из ее частей в прорезы и закрепляю. Теперь нужно соединить лицевую и изнаночную части по всему периметру. На клапане будут крепиться подвесы, между ними 22 сантиметра. Я купила застежки Fastex, которые закрепляю на стропе шириной 2 сантиметра. По месту я измерила длину подвесов, у меня получилось 12 сантиметров. Линия притачивания клапана к задней стенке на сгибе над молнией. Отмечаю ее. На самом клапане отступаю от верха 4 сантиметра, здесь пройдет шов. И вот по этой-то линии я и пришью подвесы. А заодно и ручку. И полукольца для крепления длинного ремня. И закрою все припуски полоской ткани, чтоб аккуратнее выглядело. Полоску пришиваю в шов притачивания подвесов. А чтобы было ровно, использую полоску бумаги в качестве линейки. Теперь можно окантовать клапан.
и пришить его к задней стенке сумки. Такую толщину никакие булавки не берут. Воспользуюсь клеем, чтобы детали не смещались во время стачивания. Пришиваю клапан двойной строчкой. Осталось разметить место крепления второй части магнитной застежки. Конечно, можно было сделать это раньше, но я боялась ошибиться. Я снова прорезаю материал, подложив под верхнюю стенку мат. И креплю застежку. А чтобы внутри сумки ничего не зацеплялось, я место крепления закрываю кусочком подкладки, уплотненной флизелином. Пришиваю вручную. Вот так это выглядит. Примерка. Не нравится мне, что под тяжестью замка верх сумки не держит форму. Но голь на выдумке хитра. У меня есть стальная 30-сантиметровая линейка, которая прекрасно подойдет для придания жесткости. Прикрепляю ремень на карабины, и сумка готова. Чувствую себя участником зимних видов спорта. Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена.